На канале появилась новая рубрика «Сумасшедшие идеи от Просто Play for You». Всем приятного просмотра! Музычку! Идея заключается в том, чтобы дать игрокам дополнительную возможность торговли внутри самой игры. Речь сегодня пойдет, конечно же, о рынке. К сожалению, мы уже получили ответ, что возможность торговли через рынок вводиться не планируется. Но по вашим многочисленным просьбам я наконец-то снимаю этот видеоролик. И чтобы его увидели, услышали, я думаю, вы все прекрасно знаете, что нужно делать и куда нужно нажимать. На одном из стримчиков мы с вами, так сказать, плотненько прошлись по рынку. Мы с вами оговаривали эту тему. И было бы действительно очень круто с помощью рынка торговать абсолютно. Любой игрок с любого госса, с любого клана может торговать также с любым игроком, с любого госса, с любого клана. Сейчас, к сожалению, обмениваться ресурсами можно только либо с соклановцами, либо с союзниками. Мы не можем обменяться с игроком с другого госса. То есть мы не можем зайти в другой госс и просто нажать на игрока и отправить ему ресурсы. Такой возможности, к сожалению, нету. И здесь было бы действительно очень круто, чтобы в рынке появилась возможность выставлять те или иные ресурсы, возможно, за золото, возможно, обменять, так как у многих игроков копятся невероятное количество ресурсов. Вот у меня, допустим, очень много железа. Я бы эти 500 трелов железа просто-напросто обменял бы даже на 50 трелов камня. То есть было бы круто, если в рынке была такая возможность торговли. Я выставляю один ресурс, за него хочу второй ресурс. Также у многих игроков копятся материалы, такие как самородок, бронза, манускрипты. У меня этих обсидиан, тотем, у меня этих ресурсов много. Мне они уже не нужны. А вот новеньким игрокам они бы очень сильно пригодились. Я бы их мог бы выставить за символическую там какую-то или оплату, или обменять их на те же самые ресурсы, или возможно обменять их на свитки. Это действительно очень было бы актуально и действительно было бы круто. Также с появлением в игре 15-го шмота у многих игроков дефицит, просто невероятный дефицит по тем или иным материалам. Вот как вы знаете, я неоднократно, не один месяц показывал про свою шкуру, которой у меня катастрофически не хватало. Я покупал просто сотнями миллионов заданки, чтобы закрыть шкуру. И было бы круто, если бы была такая возможность, чтобы я мог обменять, допустим, шкуру на, я не знаю, там, вот у меня очень много алмазов, 1,6 миллиона. То есть я бы отдал бы там миллион алмаза за там 200к шкуры, 1 к 5, допустим. Да, рынок мог бы забирать определенный процент себе, это было бы актуально. Какой-то налог платим мы самому рынку, то есть сам проект забирает определенное количество ресурсов за данную операцию, определенное количество материалов или еще что-то. Но на стримчике мы с вами придумали, что можно ввести еще и дополнительную подписку, или же апгрейднуть с банкира, того же банкира. То есть для того, чтобы пользоваться рынком, мы должны приобрести, либо выиграть, либо где-нибудь раздобыть подписку банкир. И таким образом банкир вам дает не только вот эти крутые возможности, а еще открывает дополнительную возможность торговли через рынок с другими игроками с любого госса, с любого клана. Вы просто выставляете, при этом вы платите какой-то налог за пользование, ну, за обмен ресурсами, за обмен материалами или чем-либо. И все остаются в выигрыше. Проект получает свой процент, вы получаете свои ресурсы, тот игрок тоже получает свои ресурсы. Ничего плохого я в этом не вижу. Но возможно это тяжело реализовать технически. Я не силен в этом, я не знаю. Мы с вами говорили, что у многих игроков нету возможности торговли. Кто-то играет вдвоем, кто-то играет втроем, и им просто не с кем поменяться ресурсами. Поэтому для них это было бы просто как находка. Я думаю, там огромное количество ресурсов бы выставлялось, и там бы каждый день проходили те или иные операции по обмену. А за это проект бы получал свои дополнительные налог, брал бы дополнительный, и, конечно же, получал бы за подписку банкир. Она бы стала невероятно популярна, я думаю. Каждый бы брал себе на месяц, так точно. Ее можно добавить и в подписки, ее можно добавить и в Battle Pass. Тогда и Battle Pass стал бы в разы актуальней. Если бы тут была подписка, которая открывает возможность торговли через рынок, я думаю, Battle Pass брали бы абсолютно все. Ну, ладно, возможно не все, но 90% людей, конечно же, брали бы Battle Pass. Тут и так очень крутые плюшки, а также возможность торговли, обмена ресурсов со всем проектом. Это было бы вообще нечто. Тогда и Battle Pass был бы актуален, и рынок был бы актуален. Это было бы действительно очень-очень круто. Ведь действительно есть
ресурсы, которые копятся, есть материалы, которые лежат, просто собираются, пылятся. То есть те же не обязательно легендарные материалы. Есть и другие материалы, которые просто лежат. Вот дубовые доски, у меня их уже там сколько? 75 тысяч. Возможно, кому-то они нужны, а мне не хватало змеиного языка. Я бы эти дубовые доски обменял бы на змеиный язык. Это было бы круто. Это было бы круто, правильно? Так что, ребятулечки, если вы хотите, чтобы данную идею, возможность торговли через рынок увидели, вы, думаю, знаете, что надо делать и куда нажимать. Это можно реализовать с помощью подписки, с помощью Battle Pass, расширить возможности торговли, сделать дополнительный налог тот же. Вы выставляете ресурсы, выставляете материалы, и все остаются выигрыши. Я ничего плохого в этом не вижу. Рынок был бы действительно настоящим рынком, если тут можно было торговать абсолютно со всем проектом. Это было бы действительно очень круто. Ну а ваше мнение пишите в комментариях. С вами для вас ваш просто Play4U. Всем покедова!